Друзья, всем привет! Когда я жила в городе, то я мечтала встретить Новый год где-нибудь за городом, в деревенском домике, с красивейшими зимними пейзажами, банькой, живым огнем и бесшумной компанией. А особенно сильно меня раздражали в городских новогодних празднованиях петарды. И вот, наконец-то, у меня есть тот самый домик в деревне и тихая, уютная гавань для зимних каникул. Конец 2025 года у меня выдался очень насыщенным. Под конец года я очень сильно устала и чувствовала себя просто выжатой, как лимон. Мне банально хотелось просто выспаться, отдохнуть как следует, насладиться тихой, уединенной жизнью. Поэтому я не планировала никаких гостей, никаких празднований шумных. Я просто обустроила все так, организовала себе под конец года, чтобы у меня была возможность насладиться отдыхом в уединении полноценно. Возможно, кто-то сейчас не поймет такого моего странного выбора, но чуть попозже я поделюсь с вами своими мыслями на эту тему, и я думаю, что многие со мной во многом согласятся. Ну а сейчас приглашаю вас провести со мной новогодние каникулы в деревне, в деревенском домике. Я вам покажу, чем я занималась в новогодние праздники. Ну, первое, что я сделала под конец рабочего дня в конце 2025 года, конечно же, затопила баню, потому что мне жутко хотелось расслабиться. Все тело было очень сильно напряженным, не выспавшимся, и мне даже, если честно, помыться было некогда последнюю неделю, поэтому баня меня просто выручила. А потом я сварила себе безалкогольного глинтвейна из замороженных ягод, которые собирала у себя на участке летом. Виноград, малина, черная смородина, здесь крыжовник, гвоздика, имбирь. Имбирь, кстати, можно прямо свежий, но я, к сожалению, забыла его купить. А также сюда нужно добавить апельсин, залить водой, довести до кипения и оставить настаиваться на целую ночь. А утром уже можно разогревать, разбавлять медом по вкусу, и получается вкуснейший полезный напиток. Утро 31 декабря у нас выдалось достаточно снежным и даже морозным. Было -10, я, конечно же, покормила своих кошек и птиц с утра. А потом я отправилась чистить снег, потому что снег начал валить просто как не в себя под конец года. Но, как я уже много раз говорила вам, чистка снега — это мое самое любимое занятие. Это воспоминание еще из детства. Раньше бабушка чистила снег, и меня маленькую тоже приучала к этому. И у меня остались самые теплые воспоминания об этом занятии из детства. Так вот, чистка снега разгружает мою голову просто. Я не знаю, это лучший психотерапевт. И также чистка снега мне помогает немножко держать себя в форме физической.
У меня участок 38 соток, и, как вы понимаете, чтобы очистить его весь, ну, я не знаю, нужна какая-то очень серьезная техника. Я же чищу его вручную и чищу только дорожки до самых важных, стратегически важных объектов на своем участке. Ну, например, дорожку до бани чищу, чищу также снег вокруг дома, чищу снег до дровника, чищу снег перед крыльцом, до калитки и после калитки. Ну, чтобы можно было свободно выйти с участка. Я хоть и устаю после этого, как после серьезной тренировки в спортзале, но получаю неимоверное просто удовольствие. А вы, кстати, любите чистить снег? Напишите в комментариях. Мне интересно будет почитать, одна ли я такая сумасшедшая. А еще у меня есть лавочка возле огорода, и я возле нее тоже почему-то чищу снег. Не знаю почему, но почему-то мне вот очень нравится это. Нравится видеть, как там чистенько все. Хотя я зимой там, конечно же, не сижу, только гуляю, может быть, иногда. Ну а потом я пошла готовить праздничный ужин к новогоднему столу. Первое, что я начала, это выпекать орешки. Это те самые орешки с детства, которые готовила моя бабушка. Я даже купила специальную сковородку для этого дела. Нашла ее на Валберес. Бабушка пекла такие орешки, обычно тоже на Новый год. Добавляла в них вареную сгущенку. Вот, до сих пор это воспоминание с детства осталось, очень приятное. И в этом году мне почему-то захотелось вот тоже их испечь. Кстати, рецептом этих орешков я поделилась у себя в телеграм-канале. Я там очень часто делюсь всеми подробностями, которые у меня не помещаются в большие видео, поэтому пройдите, подпишитесь обязательно, если вас интересуют вот такие вот детали. И напишите в комментариях, у кого в детстве были вот такие вот орешки, напоминает ли вам это о детстве, и любили ли вы такие вот лакомства. Лично я очень любила, поэтому я уже съела всю вот эту порцию и хочу испечь еще. Кстати, к новогоднему столу я, конечно же, приготовила не только орешки, но еще и запекла в духовке куриные крылышки под очень вкусным соусом, о котором я тоже могу рассказать в телеграм-канале. Ну и, конечно, приготовила свой любимый крабовый салат с зеленым луком, его украсила. Вот, и такие вот у меня фруктики стояли на столе. Кстати, ананас я еще не съел, надо его съесть. Ну и если вы помните, в предыдущем видео я вам показывала, что я купила проектор и у себя в спальне устроила вот такой вот кинотеатр. Но на стене, на которой вот проектор, видите, на досках есть небольшие щели, которые создают, ну, такую не очень ровную картинку. Кто-то в комментариях порекомендовал мне купить на Валберес специальное такое полотно, рулонную штору, что ли, которое вот специально для проектора. Но я решила пойти самым простым путем.
У меня оставалось немного шпаклевки, и я решила зашпаклевать вот эти вот щели на стене между досками. В общем-то, это самое лучшее решение, потому что шпаклевки у меня как раз осталось совсем чуть-чуть. Я не знала, куда ее приспособить. И сэкономила денег на вот этом экране для проектора, можно сказать. Ну и в итоге вот такая вот красивая картинка у меня получилась. А вечером я увидел, что работает. В таких непосильных трудах и прошли бы годы, как вдруг однажды. Мачная, а? Это ж свинья, кабан, чебов кабан. Это мини-пик! А, как бы назови, все свинья. Он как собака. Как собака. Его Костя зовут. С Костя. ним надо гулять, кормить, а зимой одевать, чтобы не замерз. Кому надо? Тебе. Я со свиньей гулять не буду. Прошло полгода. Наступило 31 декабря. Этот день сильно изменил жизнь дяди Юры, но об этом чуть позже. В общем, вечером 31 декабря у меня удался очень уютный вечер и очень вкусный. Я поужинала и уставшая легла смотреть любимые свои комедии новогодние, насмотрелась их, накайфовалась вместе с кошками и сладко заснула. Если честно, в последнюю неделю декабря я просто мечтала о здоровом сне, потому что у меня были ночи, когда я полностью не спала, настолько было много работы. Ну и, в общем-то, после ночи с 31 на 1 января я проснулась полностью отдохнувшей и посвежевшей. Мне кажется, это лучшее начало года, как вы считаете? А утро 1 января выдалось просто невероятно солнечным и снежным. Вы только посмотрите, какая красота была с утра. Кстати, утром 1 января со мной случилось одно небольшое приключение, которое я вам сейчас покажу. Алиса, сколько градусов сейчас на улице? Отсутствует подключение к интернету. Понятно. Помимо того, что у нас заглушили весь интернет по всей деревне, я еще не могла выбраться из дома битые полчаса, потому что заел замок на моей веранде. Он у меня уже давно барахлил, но у меня просто не доходили руки его как-то отремонтировать. Поэтому, чтобы выпустить кошек с утра и выбраться из дома, мне пришлось прибегнуть к каким-то креативным решениям. Так, девочки, я не могу долго окно держать открытым. Давайте гулять, идите. Вася? Мелка, иди, давай, прыгай. Теперь Вася. Идите. У нас сегодня такой выход. Давай, Васюш. Ну? Давай, иди гуляй. Снежок выпал, да. Иди, давай, мне закрывать надо окно, Вась. Там эти сидят. Ну, давай. Давай. Опаньки. Все, гуляйте. Ну что, Бусь, как будем дверь открывать? Снаружи или изнутри? Непонятно. Иди. Белка. Бело. Ну, не мешай ей. Бело заходит быстренько. Давай. Иди гуляй. Иди. Летом у меня точно так же заедал замок на веранде, и я знала, что снаружи его открыть гораздо легче, чем изнутри. Поэтому я решила выбраться через окно, чтобы открыть его снаружи.
А зачем я взяла с собой метлу? Ну, чтобы подмести крыльцо, чтобы не затоптать снег, чтобы подойти к двери на веранде. Ну, в общем-то, мне не очень-то легко это удалось, я вам хочу сказать, хоть и окно не очень и высокое. Не так-то просто с него спуститься оказалось. Если честно, мне в этот момент казалось, что я снимаюсь в каком-то фильме типа «Один дома». Только тут не один дома, а одна дома. Зимой, кстати, я ни разу еще так не делала. Это был мой первый опыт. Кстати, в новогоднюю ночь еще полметра снега выпало, так что, чтобы добраться до двери, мне нужно было сначала еще крыльцо подмести. Кстати, пока я подметала снег, меня затерроризировали птицы. Они очень привыкли, что я их кормлю с утра, а тут я очень долго не выходила, возилась с этой дверью, и они просто как ошалели. Они чуть ли не кидались на меня, поэтому пришлось их еще накормить перед тем, как дверь открыть. Это я вам рассказываю все потому, чтобы вы понимали, что жизнь в деревенском доме в одиночку — это не только красивая картинка, как бы, да, я здесь не романтизирую деревенскую жизнь, и иногда вот такие вот кадры вставляю, но их очень любят хейтить хейтеры. Ну и также понабегут сейчас в комментариях сотни советчиков о том, какой нужно замок поставить и как его открывать. Но, как вы понимаете, ваша помощь, она только на словах. На деле я справлялась сама со всем. В этом, кстати, большие минусы блогерства. Вроде как у тебя людей много, ты со всеми знакома, ты общаешься со множеством людей, но реально помочь тебе может никто. Реально никто. Ну вот скажите, где бы я нашла с утра 1 января мастера по замкам? Ну нигде, конечно. Только самой нужно было справляться. Ну а советы, они уместны, конечно же, когда я буду ставить новый замок. А когда это будет, еще непонятно. Это нужно деньги, нужно время, нужен мастер, нужно, чтобы выходные прошли и т.д. и т.п. Поэтому, наверное, я справлюсь сама как-нибудь с выбором замка. Спасибо большое, у меня есть интернет. Есть. Я его открыла. Да. Ну и потом я отогревалась своим любимым глинтвейном. Красивая картинка, да? Ну а что стояло за кадром, вы вот сейчас увидели, а иногда не видите. Иногда у меня просто нету ни моральных, ни физических сил снимать вот такое вот. А снимаю только вот птичек, и, конечно же, это очень красиво. Но жизнь блогера такова, что он не все может снять, не все может показать, как бы имейте это в виду. Кстати, после того, как я заслужила буквально-таки завтрак и позавтракала, я все-таки решила сходить к соседке и поздравить ее с Новым годом. С собой я, кстати, взяла не только поздравления, но и подарочки вот такие вот. Это я, Галина Федоровна. С Новым годом! Проходи, тебя тоже, проходи. Я к вам с подарками. О, делать тебе нечего. Ай ты боже, кто тут Проходи, Микки? Лапуш. Иди-ка сюда.
пойдет он. Ой, какое чудо. Ой, какое Глаза чудо. такие у него. Желтый и голубой. Какой хороший. Ай, Ага. привет. Здравствуйте. Добрый вечер. То есть доброе утро. Это девочка и мальчик, да? Да, девочка и мальчик. А у них клички есть? А? Клички есть у них? Есть. Одна Ева, другой Вали. Ах ты ж. Ева и Валли. А девочка желтенькая, да? Да. Похоже, да, на девочку. Она поменьше, а он побольше. Это- Все цветы у меня роняют. Васю все зовет, да? Ты, боже мой, чудышко. Ты чудышко. Цветы роняют. Ой, ты боженьки. Такая красота. Да, скажи, я такая, скажи. А-та-та-та-та. А-та-та-та-та. А-та-та-та. Господи, какая чудная кошка. Какая чудная. Ты хочешь на ручке, что ли, Не, да? ну снег, конечно, мело, яй. Снега очень много. Ух. У тебя хоть деревья за это самое, Ну да. а у нас-то. А у вас прям чуть полдома не замело. Микки. У тебя дома сейчас тепло? Да, очень тепло. Да. Вообще хорошо стало. Ну, с газом-то намного лучше, конечно. Он Хоть постоянно... не топишь, наверное, печь. Да, ну, это большое иногда, когда там в гости кто-то приезжает, приготовить что-нибудь. Микки, уйди. Уйди, сказал. Вон там у него игрушка, Микки. Сейчас тебе кину. Ну, а потом меня ждала снова чистка снега, но уже перед калиткой, перед забором. Снежок какой выпал. Классный. Смотрите, пухляж прям. Рыхленький такой. Ой. И, наверное, полметра здесь точно есть. Нехило так нападало. Ну и пока я чищу тут снег, поделюсь с вами мыслями на тему Нового года, о которых я говорила в начале этого видео. Вы знаете, по моим наблюдениям, у людей очень много ожиданий от новогодней ночи. Настолько много, что они вкладывают туда, я не знаю, очень много и финансовых, и физических ресурсов своих. Кстати, и социальных ожиданий тоже много у людей, от других людей, да. Будто бы кто-то изменится по отношению к вам в какие-то новогодние праздники или совершит какой-нибудь сверхъестественный поступок, которого вы так долго ждали. И все это произойдет непременно в новогоднюю ночь. Но со временем я для себя поняла вот такую вот очень важную вещь. Праздник на самом деле происходит с нами каждый день. Вопрос только в том, можем ли сами себе мы устроить такой праздник. Да и вообще, как мы вообще к жизни-то относимся, как мы ее воспринимаем в принципе. Если жить постоянно из какого-то чувства недостаточности, то, конечно же, новогодняя ночь – это апогей всего достатка у нас получается. Но на самом-то деле все важные жизненные решения принимаются не в час Нового года, а в течение этого года. Ну и все желания сбываются не в момент боя курантов, как мы это думаем, а в течение года на самом-то деле, да? Так зачем концентрировать все свои ожидания вот именно в праздниках новогодних? Почему бы не концентрировать их каждый день? Вот сегодня я встала и почистила снег. Это мне принесло удовольствие. А еще мое тело стало физически сильнее благодаря этой чистке. В общем, зимой у меня тут получается нехилый такой спортзал, я вам скажу. Причем не нужно покупать абонемент, как в городе. Так вот, большинство из нас живут из чувства недостаточности. Недостаточности денег, недостаточности любви, недостаточности общения. Но, друзья мои, на самом деле у нас всего
в избытке достаточно. Просто мы на это не обращаем внимания, мы не видим своих возможностей или просто ленимся. Ну, что я хочу сказать, Новый год здесь ни при чем. Новогодние праздники – это чисто повод, чтобы как-то встряхнуть себя и привести в сознанку, да, пожить хотя бы несколько часов в чувстве достаточности. Но на самом-то деле это можно делать каждый день. Так вот, к чему я веду свою мысль? К тому, что Новый год можно отметить по-разному, и по-разному можно быть счастливым при этом. Можно вот так вот, как я, в уединении, без каких-либо атрибутов важных, там, в виде близких людей рядом, в виде, я не знаю, каких-то сверхъестественных подарков или поступков каких-то других людей, да. Можно при этом быть счастливой в уединении, не испытывать при этом какого-то несчастья, одиночества, тоски и так далее. Я не знаю, как это объяснить, но, в общем, люди, которые умеют радоваться мелочам в этой жизни, каждой мелочи, вообще жизнью умеют радоваться, то для них не нужны никакие атрибуты для счастья в виде семьи, близких, детей и так далее. Когда люди счастливы сами по себе, то у них может быть праздник каждый день буквально. Собственно, я этому научилась. Кстати, при этом я могу быть счастливой и рядом с близкими. Одно не мешает другому. Я могу быть счастлива в любой ситуации и наедине с собой, и с кем-то. Вот, в общем-то, этому я научилась. И поэтому для меня вот такой Новый год, даже можно сказать, это роскошь. Роскошь, которую я себе могу позволить и которая не всем понятна, к сожалению. Но вот в этом видео я с вами ей поделилась. Ну, надеюсь, что здесь найдутся люди, которые меня смотрят и которые меня понимают. Напишите, кстати, в комментарии, кто-то из вас этот Новый год отметил в уединении, и как вы себя чувствовали, и вообще, что вы думаете по этому поводу. Лично я чувствовала себя прекрасно, мне с самой собой интересно и не скучно. Так, друзья, хочу дойти до кедра, но сил чистить снег дальше уже нет, поэтому придется прям так в валенках идти по сугробам и расчищать его там. Кедр, наверное, уже завалило снегом, потому что я вчера чистила снег, полметра было. И сегодня полметра. Там метр, наверное, уже на... Буду одной рукой снимать, другой прочищать себе путь. Условно. Потому что так одной рукой очень сложно. Ну-ка. Ой. Здесь вот в яме особенно тяжело. Вот так. О, боже мой, какая же красотища. Надо дойти до конца участка. Еле вон все в шишках стоят. Я сказала, что чистить не буду снег, но, как видите, блин, этот надо убрать с дороги, как минимум. Я уже здесь начала, видите, потихоньку дорожку чистить, но, как видите, я ее чищу здесь не часто, но чищу. Вот, таким способом, не хитрым, скажем так. Вот. Чтобы сильно не напрягаться, потому что в конце участка как бы нет каких-то стратегически важных вещей, но вот за кедром приглядываться хочется все-таки. Ой, посмотрите, какие ели красивые на солнце. Просто кайф. Вот эта елка стоит. И вот здесь все снегу украсились, красавицы. И шишки вон какие у них. Вау. Так, ну что, одной рукой, короче, непросто протарять себе путь. Но ничего не поделаешь. О, вон кедрик мой стоит. Вот он, красавчик. Вот, сейчас буду чистить его тоже. Я, как всегда, как настоящий блогер. Я не взяла штатив с собой. Ну зачем штатив на участке? Правильно, правильно. Боже мой, посмотрите, какая красотища. Господи, вот ради этого стоит чистить снег, вот поверьте мне. Чтобы вот это лицезреть утром 1 января, ради этого стоит чистить снег, друзья. Так, ну что, кедр наш.
Здесь я немножко вот вокруг него снег почистила. Сейчас шапочку снимем. Опаньки. Вот такой вот у нас красавчик. Вот. Стоит. Сибирский. Не хухры-мухры, скажи. Я такой вот очень хороший кедр, мудрый. Вот. После кедр от снега можно идти домой. Кушать, пить чаек и наслаждаться дальше отдыхом на новогодние праздники. Кстати, я, конечно же, не собираюсь сидеть все новогодние праздники одна в деревне. Я поеду в город, там у меня близкие, друзья, с ними тоже встречусь, пообщаюсь, отмечу Новый год и так далее. Но вот эти дни для меня были просто волшебными. Ну и я заодно выспалась и как следует отдохнула, кстати. Ну, в общем, друзья, на сегодня все. Всех благодарю за внимание. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Я буду вам очень-очень благодарна за это, потому что именно ради этого я, конечно же, и снимаю. В общем, увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!